Год начался с просто куча стресса, факапов в личной жизни, факапов на работе и прочего всего. Но это не повод унывать. И я сейчас покажу, как я прожила эти несколько месяцев и как выходила из каждой ситуации. Как мы чуть не просрали 14 февраля и как в последний момент все получилось исправить. Как на 23 февраля я напугала парня. Зачем я поехала в Оман. Начну с Дня влюбленных. Многие влюбленные пары готовятся к этому мероприятию, какие-то романтики придумывают. И мы вроде как бы тоже постарались, я точнее. Предыстория. За пару дней до я ходила в зал. Это очень классный зал в Дубае, называется Seven. Это реклама, мне должны за это платить. Бывает, что там всякие разные бренды представляют себя, особенно в какие-то эвенты. Накануне, там, 12 или 13 февраля я иду в зал, занимаюсь. 2 бренда, помню, выставили, бренды цветов именно выставились. Огромные алые розы, они там и продавались, и можно было поучаствовать в розыгрыше, то есть там зарегаться в их программе и, возможно, выиграть, по-моему, 501 розу. Я, конечно, поучаствовала. Результатов я не знаю. Не смотрела, честно, я просто зарегалась и все. И я это выставила все в сторис, показала, что вот бы мне так, кто-нибудь сделал, вот бы мне так подарили, алые розы. И на этом все, и забываю. Красиво, отметила, все классно. 13 февраля, там, за сутки до вылета моих подружек, мы пошли в заведение гулять, отдыхать, развлекаться, потому что 14, соответственно, это, по-моему, была пятница, и каждый из нас, у кого пара, мы планировали свои мероприятия. Мы пошли с подружками гулять, отдыхать. У подружек ключи от квартиры, так как они там остаются, выходят, заходят. И у мамы ключи от квартиры. То есть у меня всего 2 комплекта. Одни у подружек, вторые у мамы. У меня нет ключей. Но так как это было уже где-то час ночи или 2 часа ночи, когда я уже решила, что я как-то запутанно рассказала, в общем. После ужина и вечеринки с подружками я решила, что я поеду домой, потому что утром на работу, и надо подготовиться там к следующему дню, к пятнице, к 14 февраля. Заранее все подготовить, подарки, образ, бла-бла-бла. Еду я домой на полной уверенности, что у меня мама дома, спит, отдыхает. Что бы тут могло пойти не так, как вы думаете? Приезжаю я домой, пытаюсь открыть дверь, точнее просто пока я там на телефоне с парнем, что сейчас я зайду, я дергаю дверь закрыта. Думаю, ладно, мама, наверное, закрыла, сейчас позвоню, все окей, откроет. Я звоню. И никто не открывает. Я думаю, позвоню. А при этом музыка дома играет прям такая лютая, как будто там вечеринка в 2 часа ночи. А я думаю, ладно, наберу, наверное, не слышит. Я звоню маме, она говорит, а я гуляю. Мам, камон, 2 часа ночи, ты где? Я говорю, я тут на променад вышла, гуляю здесь, мне минут 30 до тебя. Я такая думаю, то есть, мне сейчас к подружкам возвращаться в заведение, это тоже минут 30. Маму ждать минут 30, тоже так себе. И у меня просто начинается в этот момент какая-то истерика, потому что думаю, какого фига, извините меня, я не могу попасть в собственную квартиру. Меня так это разозлило просто до ужаса. Обычно мы договариваемся так, чтобы я могла зайти. То есть, если даже ключи не у меня, кто-нибудь оставит у меня дверь открытой, и я зайду. Надо подумать, над этим моментом, чтобы человек упал в квартиру. Соль вся была в том, что я парню говорю, так, я уже дома. Я его, обманываю, что я уже дома, а я еще не дома. И мне, пришлось позвонить ему и сказать, что на самом деле я только приехала, и меня домой не пустили. Спалили. И он говорит, ладно, приезжай ко мне, не проблема. До него 10 минут ехать, и села на такси и приехала уже к нему. И от него поехала утром на работу, знаю, что, я вечером заеду и домой переоденусь, возьму подарок, романтик, вайб, поеду дальше. Но, в общем, проблема в тот момент особо, только из-за злости за ключи у меня не возникло. И я еще одно не рассказала. 13 февраля оно было такое, самое загруженное и веселое. Я же организатор всех праздников, и своих, и не своих. Я позвонила, тоже за сутки до парню, говорю, что мы будем делать, куда мы пойдем, для того, чтобы я поняла, что мне одевать. Он говорит, твой выбор. Я говорю, ух ты, я так люблю сама выбирать, тем более я знаю, куда я хочу. И я хотела в ресторан Сахалин. Сахалин — это ресторан, который есть в Москве. Появился недавно в Дубае, он буквально месяца 2, наверное, назад активился. Проблем с выбором
выбором ресторана не стоял. Мне дали разрешение на выбрать самое заведение. Я, значит, звоню. И уже как бы напрягаюсь от того, что немножечко, наверное, поздновато я решила. А так как это пятница, 14 февраля, еще так напрягаюсь, думаю, а вдруг будет все забронировано. И, значит, звоню, они говорят, есть вот время в 22 часа. Я думаю, о, классно, идеально, все, берем, потому что в 8 я заканчиваю, пока приду переоденусь, 30 минут надо ехать, идеально вписываемся в тайминг, вообще просто perfect. И вот 14 февраля наступает. Обычно я думаю наперед, то есть там как поработать с декорациями в офисе, в котором я работаю. Доброе утро всем, сегодня 14 февраля. Я, как обычно, на работе. И я просто утром вспоминаю, думаю, надо же, наверное, шарики заказать, чтобы было тоже красиво, раз я уже ничего не успеваю, ну, хотя бы шарики. При этом я не переодевалась 24 часа, ну, типа как... Я переодевалась в рабочее, но в нерабочем я ходила вот как с той вечеринки, так все в этой же одежде, и что для меня из ряда вон выходящее, то есть такого обычно не бывает, для меня это прям шок. И тут на работе у меня звонит клиент, которого я очень долго ждала, наверное, целый год. И она говорит, я сейчас вам привезу деньги, ждите. А там большая сумма денег. А я не могу в день забрать большую сумму денег. Я такая, ну хорошо, давайте, я вас дождусь. Во сколько вы приедете? Она говорит, в 7:30. Я такая, ну окей, хорошо, 7:30, не критично, дождемся. Договорилась уже с доктором, который будет ее оперировать, о том, что сегодня 14 февраля. Ну, то есть я подхожу к доктору и говорю, доктор, ты же знаешь, что сегодня 14 февраля, и нам надо как бы оперативненько всем закончить и разъехаться, потому что у каждого свои планы и мероприятия. Она говорит, да, вообще без проблем, я сама как бы хочу в пятницу вечером быстрее уехать, поэтому сделаем все по красоте. И как бы мы ждем. И тут у меня начинается некоторое напряжение. Я такая все равно у себя в голове просчитываю, что ладно. Значит, пока я ее жду, я сейчас тут накрашусь. Ну, в любом случае, там, домой забегу, голову помою, переоденусь и поеду. И, в общем, с опозданием, наверное, в 40 минут она приезжает. Я такая, ну ладно, хорошо. Сейчас доктор быстро все сделает. Мы в 9 закончим. И пойдем собираться. Мы все равно еще успеваем. Я на таком оптимизме была. Ей-богу. Все, доктор все хорошо сделал, все быстро, ну все, клиентка пришла, все хорошо. И тут клиентка говорит, а давайте я почитаю договор. Читала она его еще плюс 40 минут. Плюс 40 минут. И я в этот момент просто сижу и понимаю, что домой я уже не попадаю, но мне хотя бы переодеться, мне хотя бы другую одежду, ну как так, я пойду типа. Итак, ребята, если вдруг вы захотите в какой-то из праздников прийти в заведение под закрытие и еще при этом опоздать на 40 минут, и если вы увидите супер довольные лица на ресепшене, либо менеджера своего, ну типа... как бы, извините, можно как бы побыстрее, то знаете, что эти люди явно куда-то торопятся. Я в этот момент думаю, ну ладно. Ресторан как бы там, на 20 минут нас подождет, при том, что тоже у ресторана был тайминг, они говорят, что мы вот вы в 22:15 придете, и у нас он закроется в 12, поэтому если вы чуть опоздали, ну просто учтите, что как бы мы вас в любом случае попросим пойти домой в 12. Я уже в голове сама с собой договорилась. Сейчас я просто в режиме пули лечу, все делаю, все успеваю, и вроде как бы, ну, под сжатым сроком, но окей. Я сажусь в такси, лечу домой. Это вроде близко, то есть я живу рядом с своей работой, 10 минут на такси. И тут, когда мы проезжаем, я вспоминаю, что сегодня пятница, 14 февраля, и я вижу пробку, которая просто в километр. И мы ее еще объезжаем, и я понимаю, что если мы сейчас в нее встанем, то, в принципе, можно про ресторан на сегодня забыть, потому что я как раз приеду домой, ну, часам к 12, наверное, в лучшем случае, потому что просто адское пробище. Мне так нравятся мои звонки парню. Алло, у меня истерика. Вот. И я ему звоню, говорю, я проезжаю эту пробку. Принимаем решение, что лучше сейчас, что мы можем придумать, это поехать к нему и от него хоть что-то как-то попытаться исправить эту ситуацию. Но я очень расстроена тем, что я не в красивом платье, которое у меня висит дома, ждет меня. У меня нет с собой косметики, потому что я думала, что я доеду все-таки до дома. Хотя могла взять с работы, но в моменте просто думаю, да зачем, типа, мне косметика с собой тащить, если она есть дома. Я приезжаю к нему, просто прошусь хотя бы, можно сейчас 5 минут искупаюсь. Вот у меня бывают какие-то психи, и за пару дней до я такая, а заберу я у него все свои вещи, что у него лежат там мои какие-то платья, джинсы, зачем ему, типа, я здесь бываю там очень редко, там раз в неделю, и я все забрала. Кстати, подарок, который я ему заказала, он был у меня в квартире. Я, соответственно, не попадаю в квартиру в один день, я не попадаю в квартиру второй день, потому что там пробка, и я просто еду без подарка
такая, ну окей, ладно, он понимающий чувак, типа, все хорошо, он все поймет, и нормально. Мы собираемся, он еще и такой говорит, что, ну, может быть, ну, просто, типа, не сегодня, может, там, на завтра перенесем, завтра суббота. Я говорю, нет. Я столько пережила ради посещения этого ресторана, нам досталось до него только доехать. Мы сегодня туда просто попадем. И мы поехали, мы опоздали минут по итогу на 20, нас посадили, все хорошо. И в итоге, короче, весь вечер завершился очень классно, потому что мы приехали уже, я такая, ну, есть что есть, живем как есть. Единая целеустремленность была 14 февраля моя кличка, потому что не накрашенная, без прически, в вчерашней одежде, не в платье и без подарка, но в ресторане, в этот момент ловишься на мысли о том, что важно не как ты, получается, там, выглядишь или еще что-то, а человек, который рядом с тобой, и атмосфера. Ну, во всяком случае, я так себя успокаивала. Самое интересное не рассказала, Короче, самого приятного, что было. 14 февраля, это днем, after moment letter, мне звонит курьер, приходит курьер с огромным таким букетом красных роз, прям которые я фотографировала там в этом зале. Мой молодой человек учитывает все мои пожелания. Я уверена, что не особо его стиль, не особо заходит, но так приятно, когда человек перестраивается все равно под тебя в каких-то моментах, и вот смотришь, что, ну, типа... А он еще такой, типа... Сторис выложила, что так хочет, ну ладно, типа, и вот так делает, это так мило, это так классно. У нас далее было 23 февраля. Я подумала, что это прекрасная возможность реабилитироваться и подготовиться заранее, а не последнюю минуту. Обычно я как бы слушаю, что мой молодой человек говорит. Я думаю, что это не случайно, что мы пошли за пару дней до смотреть кроссовки, и он говорил, что вот эти вот новые кроссовки в этом магазине классные, мы пошли, посмотрели. Слава богу, их не было. Тоже в моменте я такая думаю, ну, но почему бы не подарить, типа, кроссовки, прикольно, наверное, когда у тебя нет идей, шучу, не знаю, но для меня, типа, как бы, я люблю дарить эмоции, а кроссовки он и сам себе может купить. В моменте, короче, я такая говорю, а какой у тебя размер ноги? Он такой, 42,5. Я говорю, хорошо. И все. И потом такая на следующий день, или когда там смотрю кроссовки, думаю, ладно, вот, нашла те, которые он показывал. И моя память просто имеет, наверное, 1 мегабайт, или как это, очень, короче, маленький объем. Когда ложусь спать, у меня просто все стирается, и я не помню какие-то нюансы. И я, короче, хотела заказать эти кроссовки, и я просто не могу вспомнить, какой он мне размер сказал. А он, как бы, мне уже говорил, что ты про меня ничего не помнишь. Тебе важна только работа. И я признаю это, но... Ну, ничего не могу с собой поделать. Думаю, ну, не судьба. Значит, типа, ну, как бы, не дано. Кроссовки купит себе сам. Потому что у меня уже была идея. Это экстрим вождения. Посмотрела, значит, на сайте Дубай Автодром. Есть такой большой автодром в Дубае. Выбрала машину, которую я хотела. Я не знала, ну, потому что я не помню, какую он хотел. Я хотела ли какую-то, не знаю. Я выбрала ему красную Феррари. В общем, я забронировала эту машину. И я уже просто предвкушала, что он будет в шоке, в восторге, и типа ему понравится. И это сюрпризом. Хотя он мне тоже сразу сказал, говорит, я не люблю сюрпризы. Я такая, а я люблю сюрпризы, поэтому у нас будет сюрприз. Вечером, получается, после работы за мной молодой человек приехал. Мы едем, и он спрашивает, а куда мы едем? Ну ладно, мы едем на картинг. Ну, потому что там как раз центр картинга и центр вот этого вот экстрим вождения. Мы реально сначала приезжаем на картинг, подходим к охраннику, там спрашиваем, как нам пройти. Он говорит, вам вообще типа в другую сторону, вы едете туда. И мы когда начинаем ехать, он начинает догадываться, что это совсем не просто картинг. Когда мы приехали, уже, короче, улыбка до ушей, он уже понял, либо куда мы приехали. В общем, проводят обычную стандартную инструкцию. Я тоже там сидела, слушала, смотрела. И далее у нас уже как бы проводили вниз к машинам, где машинки все стояли, всякие разные. И за ним пришел инструктор в последнюю очередь. Все, его там дали шлем, одели. Потом его садят в мини-купер. Я такая, ребят, что за фигня? Я оплатила Феррари, какой мини-купер? А оказывается, сначала они должны были на мини-купере на машине просто проехать. Инструктор показывает, где какой поворот, где как себя вести, ну, то есть дорогу, по которой они будут ехать. И потом они уже пересели в этот Феррари. Ему страшно, потому что он боится просто эту машину там расфигачить. Но при этом очень интересно, очень хочется. 6 кругов, пролетели быстро. Я стояла там вот как молнию Маквин ловила. Разошелся, на третий круг он мотает. И когда, короче, он уже вылазит из машины, я смотрю, что он
весь просто мокрый, но очень счастливый. Он в этот момент говорит, я до этого думал, что я умею водить машину, но на этом Феррари я понял, что я не умею, типа, водить машину, именно, ну, как бы, как скоростную. Но подарок оценил, в конце им дали сертификат, что у них был опыт на вождение на такой машине. У мужчины потом, как у ребенка, такие эмоции, как будто он мечту жизни исполнил. Это было классно. Пришло время подумать о том, что, типа, а как бы самой для себя сделать какой-нибудь маленький выходной. Короче, мне подружка скидывает рилс в Инстаграме о том, что вот есть туры в Оман, можно поехать на корабле из Дубая. И вдвоем с ней решили погнать в Оман. А потом решили еще одну коллегу с собой позвать, и она не отказалась, и говорит, да, конечно, погнали. Но вся боль была в том, что там надо было встать в 8 утра, чтобы выехать. Всех собирают в отелях, и нам сказали прийти к одному из отелей. И вот рядом с девчонками был отель, до которого и им, и мне удобно. Все время 8 утра мы собираемся в Оман, классно, круто. Я звоню девчонкам, они вообще еще только собираются, только, наверное, проснулись. А им-то идти 5 минут, а мне ехать. А там было написано, что, типа, водитель приедет там, с 8 там, до 8:30. Время 8, я налила себе кофе, думаю, ну, полчаса у меня есть, ну, с 8 до 8:30, значит, ориентируемся на последнее время, потому что мы будем крайне. Пью кофе, в 8 утра звонит водитель такой, а вы где? Я такая, а мы вот ходим. В общем, весь автобус ждал, пока мы приедем. До Омана ехать, я не помню, сколько, часа 3, по-моему. Мы доехали до ближайшей заправки, и сейчас мы кого-то ждем и едем дальше. Нас сначала везли на каком-то микроавтобусе, потом нас пересадили в большой автобус с большим количеством людей. И по дороге мы захватили где-то гида. И, в общем, такой какой-то был классный вайб в плане того, что мы никуда не торопились. Мы отдыхали, кайфовали, там, кушали, лежали, загорали, пошли искупались в этом озере, покатались на ватрушках. И там была еще потом возможность доехать до пляжа. Мы доехали на этот пляж. Пляж это был как будто бы из какого-то фильма, я не знаю, там типа «Потерянный остров» или что-нибудь такое. Ну, то есть там одна собака, по-моему, была на районе, больше ничего. После вот всех там ватрушек, купаний в открытом вот этом вот озере, у нас была морская рыбалка, но это было просто, мне кажется, туристический трюк, чтобы люди хоть как-то развлекались на борту и типа ловили рыбу. Это все стоят и ловят рыбу по углам. Это было круто, и стоит туда съездить. У меня потом у подружки прилетала мама, и она ее отправила на эту поездку. Все вместе, и воздух, и вода, и горы, и еда, и люди. Это все дало такую красивую картинку, и мы прям уехали оттуда с этого катера с очень положительными эмоциями. И сейчас вот что я хочу сказать. В прошлом году я очень усердно работала, и много работала, и в каких-то моментах даже там не могла остановиться, чтобы спокойно отдохнуть. У меня вообще, в принципе, синдром вот этого, то, что если я отдыхаю, значит, я ничего не делаю, значит, я плохая, бла-бла-бла. Но это не так. Это значит, что можно иногда остановиться и насладиться этой жизнью и прожить ее классно. Поэтому не планируйте идеально. Идеально никогда не будет, да? Короче, живем моментом, наслаждаемся, двигаемся дальше. Будет все классно.